Последствием поражения Австрии в войне с Пруссией в 1866 году был факт, что Габсбургская монархия лишилась возможности определяюще влиять на поведение политики германскими государствами. Тем важнее было начинание придать собственным землям прочную политическую структуру. Венгрия при этом оказалась самой серьезной проблемой. В результате революционных войн 1848 и 1849 годов земли венгерской короны, то есть Венгрия, Словакия, Хорватия и Трансильвания, потеряли отчасти прежние свободы и подвергались строгому как гражданскому, так и военному надзору. Такое положение отнюдь не могло оставаться хроническим. Затяжные переговоры в 1867 году привели к так называемому «соглашению», заново урегулировавшему отношение земель венгерской короны к остальной империи. Габсбургская монархия была расчленена на две части, то есть на австрийские земли Цислейтания и земли венгерской короны Транслейтания. Каждая половина империи должна была иметь свои правительства и парламентское председательство. С 1867 года только три сферы деятельности являлись общим имперским делом, а именно внешняя политика, финансовые дела и оборона. Только эти ведомства возглавлялись общими министрами. Для вооруженных сил соглашение повлекло самые серьезные последствия. Отныне существовали общая императорская и королевская армия и общий императорский и королевский военный флот. К тому же формировались в венгерской половине империи королевско-венгерский ганвет, а в австрийской – императорско-королевский ландвер. Период мирного времени с 1867 по 1914 года прервался только одним военно значимым событием, вошедшим в историю Австрии под названием оккупационного похода 1878 года. Тогда австро-венгерские войска захватили отторгнутые от Османской империи провинции Боснию и Герцеговину. Оккупация в 1908 году превратилась в аннексию. Австро-Венгрия, впрочем, лишь побочно участвовала в насильственных столкновениях в Европе. Она опиралась на союз, заключенный сначала в 1879 году с Германской империей, к которому в 1882 году присоединилась Италия. Речь шла, следовательно, о двойственном или же тройственном союзе. С 1908 года Австрия, однако, все сильнее втягивалась в столкновения на Балканах. В течение нескольких десятилетий выяснилось, что соглашение 1867 года для Габсбургской империи не дало желательных результатов. Требования свободного развития в целом 11 более крупных национальностей Дунайской монархии можно было бы удовлетворить только в случае повторной коренной реорганизации структуры империи. При этом надежда на успех возлагалась в первую очередь на престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда. Ему император Франц Иосиф, правда, поручал не политические задания, а военные. Кроме того, в случае войны ему бы досталось главное командование. Но когда престолонаследник в 1914 году прибыл в Сараево, он был убит вместе со своей супругой сербским националистом в воскресенье 28 июня.